Всем привет! Вы на канале Моторный Лайф. За более чем 30 лет мы знаем, пожалуй, все о Чернобыльской катастрофе и городе-призраке Припяти, превратившемся в пустошь после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Впрочем, это не единственный город, чья судьба была решена 26 апреля 1986 года. В глубине Черкасской области, в наиболее отдаленных окраинах гетманской столицы Чигирин, среди густого хвойного леса затерялся маленький поселок Орбита, который так и не стал мощным городом энергетиков. Сейчас здесь пустота и полуразрушенные дома. Но в поселке все еще живут люди. Для кого-то это город-призрак, а для кого-то дом и надежда на новую жизнь. На самом деле, сегодня это даже не город и не поселок, а одноименная улица. Когда-то на берегу Днепра должна была появиться новая мощная электростанция. Планы по ее возведению разрабатывались параллельно со строительством Чернобыльской АЭС. Тогда УССР требовала новых энергетических мощностей. Участок под новую станцию выбрали неподалеку от села Витово Чигиринского района Черкасской области. Электростанцию в Чигирине изначально планировали как крупнейшую тепловую электростанцию вообще в Европе. Она еще на учебных картах 80-х годов для школьных учебников обозначалась как крупнейшая. Мощность была рассчитана на почти 5 миллионов киловатт. А потом стал вопрос, каким образом обеспечивать топливом электростанцию. Как доставлять сюда топливо? Возможно, чтобы рядом был магистральный нефтепровод. Затем этот вопрос отпал, потому что в Европе начался энергетический кризис. И советское руководство, воспользовавшись этим моментом, нужно было заработать деньги в государственную казну. От идеи строительства на твердом топливе отказались. В Советском Союзе большинство электростанций строились вблизи рудников, в близкой доступности топлива, ведь транспортировать большое его количество на большие расстояния было экономически нецелесообразно. Перепроектированная в 1,5 раза меньшей мощности 3,6 миллионов киловатт, эта электростанция была уже в следующих планах. Что интересно, это перепроектирование тогда не попадало в 5-летние планы. То есть то, что разрабатывалось в Госплане СССР в условиях экономики, тогда плановой, оно каким-то образом выпадало. То есть все эти трансформации не совпадали во времени и пространстве. В 70-х годах была разработана концепция строительства электростанции нового типа – атомной. Именно тогда активно перестраивалась Чернобыльская АЭС, чьи реакторы поочередно сдавались и вводились в эксплуатацию. Электростанцию в Чигирине тоже решили перепроектировать в атомную. Начались подготовительные работы к строительству Чигиринской электростанции. Строителей надо было где-то поселить, так быстрыми темпами в лесу под Чигирином, совсем недалеко от строительной площадки, возникла 9-этажка с квартирами-малосемейками. К тому времени уже активно велись работы по намыву земснарядами промышленной площадки, прокладка дорог и линий связи. Здесь же была и энергоподстанция «Орбита». А почему, собственно, «Орбита»? Откуда взялось это название? В то время основным местом расположения поселка энергетиков был, собственно, этот поселок Орбита. Здесь была подстанция, которая существовала еще с начала 70-х годов. Она так и называлась «Орбита». И потом этот поселок получил название. Проживало там в лучшие времена около 2000 жителей. Как и в случае с городом Припять, город энергетиков Орбита считался перспективным. Планировалось, что здесь только в первые годы построят 5 девятиэтажек, а также в городе будут жить 20 тысяч человек. Там построят школы, детсады, культурные и спортивные объекты. У строительной площадки открылся бетонный завод. В эксплуатацию сдали котельную. В поселок провели водоснабжение и канализацию. Была столовая.
На берегу Кременчугского водохранилища возвели временный причал для приема грузов. В самой же орбите, которая планировалась как жилье для строителей, действовал универмаг и даже клуб. Однако будущее этого поселка было под вопросом. Целесообразность его развития была сомнительной. Ведь всех энергетиков планировали поселить в Новом Чигирине, ближе к городу. А жизнь в орбите рядом с АЭС была бы не слишком безопасной. Люди приезжали в надежде быстро получить жилье. И вот поселок Орбита потерял свою актуальность как жилой массив уже на середину 80-х годов, потому что он был первым этапом строительства, но считался уже не основным. С точки расчета санитарных требований, строительная площадка, которая использовалась под энергетические объекты вблизи орбиты, должна была остаться на том же месте, что и была. А основной городок энергетиков должен был быть перенесен в так называемую санитарную зону на расстояние хотя бы около 10 километров. Собственно, как строилась в свое время Припять, на расстоянии от ЧАЭС. По плану Новый Чигирин должен был соединиться со старым городом. Массив этот заложили 22 апреля 1986 года, а через 4 дня произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Сначала взрыв на ЧАЭС на строительство Чигиринской электростанции никак не повлиял. Однако впоследствии местное население начало массово выступать против строительства возле их домов такого же гиганта, как и в Чернобыле. Акциям протеста под лозунгами «Не дадим построить атомного монстра у казацкой столицы» подключились известные деятели культуры. На строительную площадку и в сам Чигирин неоднократно приезжало руководство области и чиновники из Министерства атомной энергетики. Они пытались вести диалог с населением. В конце концов, после взрыва на ЧАЭС уже под Чигирином энергетических объектов не создавалось. Впрочем, некоторые строительные работы еще продолжались. На строительстве царила кадровая неразбериха. За 4 года сменилось 4 руководителя строительства. В Чигирине появился дом связи, новые жилые кварталы, причем не только в новой, но и в старой части города. Возведение жилых домов в районе Новый Чигирин продолжалось до середины 90-х. Здесь даже построили школу на 1600 учащихся, которая, тем не менее, позже была демонтирована. В 1989 году пытались снова перепроектировать электростанцию на парогазовую с потенциальной мощностью в 2-3 миллиона киловатт и тепличным комбинатом площадью до 200 гектаров. Газета «Правда Украины», кстати, писала: «Будут здесь и свои школы, и дворец культуры, торговый центр, кинотеатр, больница и отличная служба быта, прекрасный пляж». И уже в 1975 году Чигиринская ГРЭС даст ток. И вот, собственно, в начале 2000 года было принято решение окончательное о консервации Чигиринской электростанции. Затем некоторые объекты начали демонтировать, а люди покидать районы энергетиков. Началось с того, что люди были лишены работы одновременно с консервацией строительных работ на, собственно, энергетическом объекте в 2000 году. Началось уплотнение жителей в малосемейных общежитиях. 9-этажный дом был, так сказать, уплотнен по мере того, как выбывали жители, до 4 этажей. Поселок Орбита так и не стал ни полноценным населенным пунктом, ни даже районом. Его жители начали покидать дома, но не все. Некоторые все еще жили там, несмотря на то, что не было работы, а расстояние до цивилизации составляло не менее 10 километров. Универмаг и клуб опустели. Позже единственная теплотрасса в городе прекратила отапливать дома. Сегодня те, кто остался здесь и живет, преимущественно пенсионеры. После начала боевых действий на востоке Украины сюда переехало несколько переселенцев.
Местность здесь экологически чистая. В город ведет бетонная дорога, которая хорошо сохранилась. Через недостроенные стены реактора большого количества пустых многоэтажек город напоминает Припять. Сейчас эта местность называется улица Орбита. Добираться сюда довольно проблематично. Из примечательных объектов, что составляло энергетическую инфраструктуру, это остатки котельной с огромным дымоходом трубы. Это была так называемая пускорезервная котельная. Она работала на мазуте и обеспечивала отоплением в зимнее время и теплой водой не только поселок Орбита и Новый Чигирин, а подавала в старую часть города на расстоянии 10-12 километров. Сегодня Орбита встречает гостей холодно и неприветливо. Город привлекает разве что индустриальных туристов и любителей заброшек. Дома пустоши с выбитыми стеклами, вокруг лес, только намеки на цивилизацию. Недаром его назвали городом-призраком, хотя здесь все еще живут люди. Местные рассказывают, что в начале 2000-х приличную квартиру здесь можно было выменять на телевизор. Сегодня за жилье местные просят от $2000. Свежий ветер бьет в нос. Ветер гуляет между разбитыми постройками. Пение птичек катится эхом по пустым переулкам. Вот эти заброшенные девятиэтажки – бывшие общежития для энергетиков. Когда заходишь в подъезд Орбитинского дома, складывается впечатление, что там никто не живет. И действительно, на некоторых очень старых дверях висячие замки, и видно, что их давно не открывали. В щелях между стенами и такой дверью торчат некие бумажки. Это платежки, счета за газ и коммуналку. Кстати, газ на орбиту уже несколько лет как провели, и местные жители могут самостоятельно отапливать дома котлами. Местные жители малообщительные. Чужих здесь не ждут, все свои. Каждый знает соседей и по этажу, и по подъезду, и по соседнему дому. Здесь проживают около 100 человек, только в пятиэтажках. Высшие дома здесь как часть ландшафта. Напротив общежитий стоит разрушенный детский сад и универмаг. Раньше сюда привозили лучшую технику и продукты, продавали по более низким ценам, чем в других городах. Сейчас постройки стоят без окон. Потрескавшиеся стены внутри покрыты плесенью. Видны следы от воды, текущей с потолка. Каменная лестница между этажами разбита, а пол покрыт смесью извести и бетонной пыли. И все внутри, да и снаружи, давно заросло сорняками. Напротив домов в несколько рядов стоят гаражи из железных панелей. В них возятся мужчины, а рядом припаркованы автомобили, мотоциклы и велосипеды. Так добраться до цивилизации или подвезти до Чигирина можно соседа или знакомого. Видно, что рядом с гаражами и другие хозяйства. У кого-то маленький огород, у кого-то курятник. На весь городок или поселок, кому как нравится, здесь есть один продуктовый магазин. Найти его очень трудно, он находится в жилом доме на первом этаже в однокомнатной квартире. Из развлечений разве что детская площадка с горками, каруселями и качелями еще советского образца. Отделения почты здесь нет. Пенсию местным развозят на машине. В соседнем Витово работает отделение новой почты.
Больницы, соответственно, тоже нет. В нее местные вынуждены ездить в Чигирин. Аптеки тоже нет. В город ходит 2 раза в день автобус, и то он идет мимо города, автобус из Черкас. Кроме газа, в орбите есть и свет, и вода, мобильная связь, интернет. Местные, что тут живут, рады этому факту, довольны всем и покидать орбиту не собираются. Несмотря на удаленность от цивилизации, орбита выглядит опрятно. Местные жители ухаживают за своей территорией и приводят ее в порядок. Но когда ты находишься в заброшенном квартале орбиты, действительно складывается ощущение, что ты в городе-призраке, а атмосфера действительно напоминает Чернобыльскую Припять. В окрестностях орбиты хотели строить предприятия по выращиванию кур. Однако местные были против. И потом депутаты Чигиринского городского совета приняли решение о запрете строительства промышленных объектов в этой местности. Самая большая проблема для местных – грязная вода. Из-за малого использования застаивается в трубах, поэтому течет с ржавчиной. А пока орбита продолжает жить своей тихой жизнью вдали от цивилизации, в местном сельсовете не видят оснований отстраивать орбиту. В бюджете сельского совета нет таких денег, чтобы там открыть какое-то предприятие или что-то там такое сделать. С ближайшими населенными пунктами есть автобусное сообщение, в школу, детский сад детей подвозят. Не так давно, как перспективу для орбиты, областные власти рассматривали вариант расселить людей с востока страны, бежавших от войны. Но по многим разным причинам вопрос так и остается открытым. Пока чиновники думают, как оживить орбиту, туда понемногу возвращаются люди, съезжаются переселенцы. Но пока этот небольшой городок или поселок посреди леса остается спутником, так и не вышедшим на орбиту.